Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Комментарий? Комментарий читай? Да. Комментарий Шрилы Прабхупады. Подальше. Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качества и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и говоря о Нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу, а достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. На этом трансцендентном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит в обители Господа. Господь Чайтанья сравнивает преданное служение с семенем, посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ скитается по Вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. Преданное служение подобно семени, которое попадает в сердце человека. И если такой человек постоянно слушает и повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», это семя даст всходы, подобно тому, как прорастает семя дерева, поливаемое водой. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и, пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния Брахма-Джьоти в духовном небе. Продолжая расти, дерево преданного служения достигает высшей планеты духовного неба, Галоки Вриндаваны, высшей обители Кришны. На Галоке Вриндаване оно находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Так же, как обыкновенное растение, росток преданного служения начинает цвести и плодоносить, если преданные поливают его водой слушания и повторения. Полное описание древа преданного служения приводится в Чайтанья Чаритамрите, 19 главе Мадхи Лилы. Там сказано, что когда росток служения находит прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняет любовь к Богу. Такой преданный ни мгновения не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный, соприкоснувшийся с Верховной Личностью Бога, обретает все духовные качества. Очень много рассказов о взаимоотношениях Верховного Господа и Его преданных содержится в Шримад Бхагаватам, поэтому Шримад Бхагаватам так дорог преданным. Как сказано в самом Бхагаватам 12, 13, 18, Шримад Бхагаватам Пуранам Амалам Яд Вайшнаванам Приям. В этом писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Шримад Бхагаватам — это единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа и Его преданных. Поэтому те, кто полностью развил в себе сознание Кришны, постоянно испытывают наслаждение, слушая эти трансцендентные повествования, подобно тому, как юношка и девушка наслаждаются общением друг с другом. Еще раз текст. «Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство». So this is one of the four, what we can call seed verses of the Gita, essential verses of the Bhagavad Gita. Итак, это один из 4 основных, самых главных стихов Бхагавад-гиты. Just like in Srimad Bhagavatam there are 4 seed verses. Как в Шримад Бхагаватам есть 4 главных стиха. So Шрила Прабхупада, seed, how do you say seed? Seed, like seed, семя. Yeah, seed verses. Да, то есть это 4 стиха, которые являются как бы семенами. So here also the essential message of Bhagavad Gita is contained in these 4 verses, 8, 9, 10, 11 of chapter 10 of the Bhagavad Gita. Также в Бхагавад-гите есть 4 стиха, которые являются основными, которые представляют собой семя знания, и это стихи 8, 10, 9.
8, 9, 10 главы. 8, 9, 10, 11 вот этой главы, 10 главы. Yes. Prabhupada also here in the purport referring to the Srimad Bhagavatam as being the Puranam Amalam, the spotless Purana. Шрила Прабхупада говорит здесь о Шримад Бхагаватам как о Амалам Пуранам, о безупречной Пуране. The Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita are the most important scriptures for the Vaishnava devotees of the Lord. Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита являются двумя самыми главными писаниями для вайшнавов, преданных Господа. And here Srila Prabhupada mentions how the Srimad Bhagavatam has nothing to do with material activities, economic development. That is dharma, artha, kama, moksha. Шрила Прабхупада говорит здесь о том, что Шримад Бхагаватам не имеет ничего общего с дхармой, камой, артхой и мокшей. Dharma, artha, kama, moksha, these are four topics which are described extensively in the Vedas. Эти 4 темы, дхарма, кама, артха и мокша, очень много, сильно описываются, широко описываются в Ведах. Dharma in the sense of karma kanda activities, that is worship of demigods. Дхарма рассматривается в рамках карма-канды, то есть поклонения полубогам. With a view to getting blessings from them for artha or economic development. С целью получения от них благословений на артху или экономическое развитие. So that a person can enjoy life, kama. Чтобы человек мог наслаждаться жизнью, то есть реализовывать каму. And when he grows old and his senses are weak, then he wants moksha, liberation. И когда человек стареет, его чувства также слабеют, он уже не может наслаждаться, и поэтому хочет достичь мокши, освобождения. But generally that moksha means merging into Brahman. Но, как правило, это мокша означает слияние с Брахманом. To get free from the suffering of material existence. Освобождение от страданий и материального существования. So this is a cycle of activities which is described in the Vedas. Таков круговорот деятельности, описанный в Ведах. These are, of course, pious material activities. Конечно же, это благочестивая материальная деятельность. And in that way, a person generates good karma. А как правило, это хорошая карма. But the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, they reject such kind of activities. Однако Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита отрицают такой вид деятельности. Just like in the beginning of the Bhagavatam it is said, Dharma projita koitavo nirmat sharanam satam, that completely rejecting religious activities that are materially motivated, the Srimad Bhagavatam propounds the highest truth. Как говорится в начале Бхагаватам, полностью отрицая благочестивую религиозную деятельность, материальную, Бхагаватам устанавливает высшую истину. Rejecting religious activities that are materially motivated. Да, отрицая религиозную деятельность, которая имеет под собой материалистичные мотивы. And it is understandable by devotees who are pure in heart. И это могут понять преданные, которые чисты сердцем. So that's obviously a very high level of spiritual realization. Очевидно, что это высокий уровень духовной реализации. Srimad Bhagavatam is describing the highest level of God realization. Шримад Бхагаватам описывает наивысший уровень осознания Бога. And Bhagavad Gita also, it has the same viewpoint. И это же является целью или темой Бхагавад-гиты. Krishna, he says, don't let your mind be attracted by the flowery words of the Vedas. Кришна говорит, пусть ваш ум не будет привлечен цветистым языком Вед. Those men of small intelligence, he says, worship the demigods.
Он говорит, что малоразумные люди поклоняются полубогам. And the fruits are limited and temporary. Но плоды такого поклонения временны и ограничены. So he's saying, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami masucha. So you give up all these kind of religious activities like demigod worship. То есть Кришна говорит, что нужно бросить такие виды деятельности, как поклонение полубогам. Or religious activities for material benefit. То есть нужно бросить религиозную деятельность ради обретения материальных плодов. And just surrender to me, Krishna says. И Кришна говорит, просто предайся мне. And in return I'll protect you from all sinful reactions. И в ответ он говорит, я защищу тебя от всех кармических реакций. Do not fear. Не бойся. Someone may be a worshipper of certain demigods and may be worried if I stop that worship. It's been going on in my family for generations, so if I stop, it may create some reaction, sinful reaction. Кто-то может быть обеспокоен, как же так? Я в течение многих поколений, моя семья поклоняется какому-то полубогу или полубогам, и если я сейчас оставлю это поклонение, то ко мне придут какие-то кармические реакции. But Krishna is saying, don't fear, don't fear. Но Кришна говорит, не бойся, не бойся. Just like in a Govardhan Lila. Как в Говардхан-лиле. The inhabitants of Vrindavan were accustomed to performing Indra Yagya. Жители Вриндавана по привычке совершали Индра-ягью. In order to get blessings of Indra and good rain. Чтобы обрести благословение Индры и хорошие дожди. And why they wanted good rain? И почему же они хотели хороших дождей? So there be lots of green grass. Для того, чтобы было много зеленой травы. And the cows would be very happy. They could eat lots of green grass and become very fat. Чтобы коровы были счастливы, много ели и были очень толстые. Then they would give a lot of milk. Тогда дадут много молока. So then they were cowherd men, so they would have a lot of milk. They could make many products like dahi, ghee, butter, various kinds of sweets from the milk. И поскольку они были пастухами, то, имея большое количество молока, они могли бы производить много разных видов молочной продукции, как дахи, ги, различные сладости из молока и так далее. Then they could trade or barter these products and get all kinds of other things. Тогда они могли бы заниматься торговлей, бартером, и тогда обрели бы еще много разных других благ, богатств. In this way they'd be wealthy. Тогда бы они стали богатыми. And they could enjoy life. И могли бы наслаждаться жизнью. This is dharma, worship of Indra. Таким образом, это дхарма, поклонение Индре. Then artha, getting rich. Артха, то есть стать богатыми. And then kama, enjoying life. И потом кама, то есть наслаждение жизнью. You see, and of course, moksha, that is something else at the end. Ну, мокша это где-то что-то там в конце. Or someone suffers a lot, maybe he wants moksha. Ну, может, если кто-то очень сильно страдает, он хочет мокши. But generally, people are not looking for suffering. Ну, как правило, люди не ищут страданий. They try to do everything possible to live comfortably in this world. Они стараются делать все, что возможно, чтобы жить с удобствами в этом мире. Well, we can understand this is natural. Мы можем понять, это естественно. But at the same time, it may make one very attached to life in the material world. Но вместе с тем человек может очень сильно привязаться к жизни в материальном мире. This can cause him to take birth again. И это может привести к тому, что он снова примет рождение здесь. So sometimes suffering is even preferable to comfortable life. Иногда даже страдание является более предпочтительным, чем комфортабельная жизнь. If one uses that suffering as an impetus to be Krishna conscious. Если человек использует это страдание для того, чтобы обрести сознание Кришны. But in any case, we find that these scriptures, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, they are propounding very high level of spiritual realization. Но в целом мы можем сказать, что Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита устанавливают очень высокий стандарт духовного осознания, реализации. They're describing the goal of spiritual life. Они описывают саму цель духовной жизни. How to go back to Godhead, how to develop love of Krishna.
Как вернуться к Богу? Как развить в себе любовь к Кришне? So we might think, how can I attain to such high level? Мы можем подумать, как же мне достичь такого высокого уровня? I have many desires. У меня очень много желаний. To also get rich. Также стать богатым. And live a comfortable life. Жить комфортабельной жизнью. So maybe I'm not qualified to take to Krishna consciousness. Может быть, я не квалифицирован для того, чтобы начать практиковать сознание Кришны. Maybe I should just follow the, Vedic rules for pious, fruitive activities. Может быть, мне просто стоит следовать наставлениям Вед касательно обретения плодов материальной жизни. But still, as Krishna says, better not to get entangled in all of that. Но Кришна говорит, что лучше не стоит сильно увязать в этом, запутываться. You see, because you can go on engaging in pious karmic activities for lifetimes. Потому что вы сможете жизнь за жизнью тогда заниматься вот этой благочестивой материальной деятельностью. And if you make, mistakes, you may get sinful reactions and complicate your life. Если же вы совершите какие-то ошибки, вы за них получите кармические реакции, и таким образом усложните свою жизнь. So actually Krishna is inviting everybody, even we are not on that level of pure bhakti, he's inviting everyone to take to Krishna consciousness. Таким образом, Кришна приглашает нас всех прибегнуть к методу сознания Кришны, даже несмотря на то, что мы не занимаем такой возвышенный уровень. Even if there are material desires. Даже если у нас есть материальные желания. Just like in the 7th chapter, Krishna says, Chatur vida bhajanti mam jana sukritino arjuna arta artadi jigyasur gyani cha bharat arshaba. 4 kinds of pious men surrender to me, he says. Как в 7 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, 4 типа людей прибегают ко мне. Those who are in distress. Те, кто страдают. Those who are in search of material wealth. Те, кто ищут материального богатства. Those who are inquisitive. Те, кто любознательны. And those who are wise. И мудрые. So he says among them the wise are the best. Он говорит, что мудрые среди них — это самые лучшие люди. But others, they are also eligible to approach Krishna. Но остальные также смогут достичь Кришны. And by approaching Krishna, by practicing Krishna consciousness, they can gradually be purified and rise to the platform pure devotional service. Обращаясь к Кришне, занимаясь преданным служением, постепенно они смогут достигнуть до уровня высокого преданного служения Кришне. Just like Gajendra, he was in great distress, he approached Krishna. Как, допустим, слон Гаджендра, он испытывал серьезные страдания, и он обратился к Кришне. And the Lord saved him. И Господь спас его. And that way he became a pure devotee. И таким образом он стал чистым преданным. Dhruva approached the Lord because he was hankering after his material kingdom, his father's kingdom. Dhruva обратился к Господу, поскольку он желал получить царство в наследство от отца. But when he got darshan of the Lord, and the Lord asked him what benediction you would like, he said, I just want to be engaged in your pure devotional service. И когда он обрел даршан Господа, и Господь спросил, какое же ты благословение хочешь от меня, Dhruva сказал, что я просто хочу преданного служения тебе. You see, I was searching for broken glass, but I have found the greatest jewel. Он сказал, что я пытался обрести разбитое стекло, и в результате получил бриллиант. So broken glass, he was referring to the kingdom, his father's kingdom. Говоря битое стекло, он имел в виду царство его отца. Previously, he thought it was so important. До этого он думал, что это очень важно. He performed great austerities to try to attract the Lord to give him the kingdom. Он совершал суровые аскезы для того, чтобы привлечь к себе внимание Господа, чтобы тот даровал ему царство. But when he got the darshan of the Lord, then he realized the kingdom is not very valuable. It's like broken glass. Но когда он получил даршан Господа, он понял, что это царство не так уж и имеет какую-то силу, цену. Он понял, что это все равно, что битое стекло. And Krishna consciousness is the greatest jewel. Осознание Кришны — это великолепный бриллиант. So like that, we may have certain desires. Obviously, practically everyone has desires in this world. But if one takes to Krishna consciousness, he can become purified.
Очевидно, что каждый из нас имеет какие-то желания, но если человек обращается к сознанию Кришны, со временем он очистится. And he can learn to use his desires to satisfy the desires of the Lord. И он сможет научиться, как использовать свои собственные желания для того, чтобы удовлетворять желания Господа. Kamam chadasyena tu kama kamyaya. He's mentioned about Ambarish Maharaj, how he used all his senses in the service of the Lord. Амбариша Махарадж упоминает о том, каким образом он задействовал свои чувства в служении Господу. And he used his desires also to satisfy the desires of the Lord. И также он задействовал свои собственные желания для того, чтобы удовлетворить желания Господа. That's to say, he developed Krishna conscious desires. То есть он развивал в себе желание в сознании Кришны. Through the purificatory process of Krishna consciousness, his desires became aligned with the desires of the Lord. В результате очистительного процесса сознания Кришны его желания как бы стали соответствовать желаниям Господа. The Lord desires to benedict the people of the world with Krishna consciousness. Господь желает дать благословение людям всего мира, даровав им сознание Кришны. So the great devotees, they're also absorbed in the same activity. They're also thinking how to distribute Krishna consciousness all over the world. Поэтому великие преданные, они также заняты той же самой деятельностью. Они думают о том, как же распространить по всему миру сознание Кришны. We can also see in the 12th chapter of Bhagavad Gita how Krishna is inviting persons on all levels to rise up gradually to Krishna consciousness. Также мы видим, что в 12 главе Бхагавад-гиты Кришна призывает людей всех уровней развития обратиться к сознанию Кришны. In the beginning of 12th chapter, Arjuna is asking Krishna, who are better, those who worship impersonal aspect or impersonal Brahman, or those who worship your personal form? В начале 12 главы Арджуна спрашивает Кришну, кто лучше, те, кто поклоняется безличному Браману, или те, кто поклоняется твоему личностному аспекту? And Krishna said, very difficult to progress by this impersonal process. И Кришна отвечает, что это очень трудно развиваться, прогрессировать, если поклоняться безличному Браману. But for one who worships my personal form, I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Но тот, кто поклоняется моей личностной форме, того я очень быстро освобождаю из этого океана рождения и смерти. So best if you are spontaneously absorbed in bhakti. Лучше всего, если вы спонтанным образом погружены в бхакти. But if you're not on that level, then follow the rules and regulations of Vaidhi Bhakti. In this way, you can progress to a higher level. Если вы не можете, если вы не на этом уровне, тогда просто следуйте правилам Вайди Бхакти. Вайди Бхакти, и со временем вы достигнете этого уровня. And if you can't do that, then just work for me, Krishna says. Если вы же не можете и этого, тогда просто работайте для меня. Karma yoga. Карма йога. And if you can't do that, then give up some of the fruits of your activities. Если вы не можете это делать, хорошо, тогда дайте мне часть плодов ваших трудов. You see. And if you can't do that, then just try to meditate upon me. Если вы не можете и этого, тогда просто пытайтесь медитировать на меня. And if you can't do that, then just at least try to cultivate knowledge. Если вы не можете и этого, тогда просто пытайтесь обрести знания. So like that, Krishna is inviting persons on all kinds of levels, you know, whether someone's a jnani or a dhyani yoga or a karmi yoga, you know, any level. Start somewhere and gradually progress. Таким образом, вне зависимости от того, кем являются люди, кармой-йогами, дхьяни, гьяни, Господь призывает их всех встать на путь сознания Кришны и со временем развиться до более высокого уровня. Come to the highest level of pure devotional service and full surrender to Krishna. Чтобы в результате выйти на уровень чистого преданного служения и полностью предаться Кришне. In a third canto of Bhagavatam also, Kapila Dev describes how devotees may be influenced by different modes of material nature. В третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Дев описывает, каким образом гуны материальной природы могут влиять на преданных. So some devotee might be influenced by the mode of ignorance. То есть на кого-то из преданных может воздействовать гуна невежества. Easily get angry or envious of other devotees. Он легко злится или завидует другим преданным. Someone else is influenced by passion. He wants to become famous or wealthy by practice of devotional service.
На кого-то действует гуна страсти, он хочет стать известным, знаменитым, практикуя преданное служение. На кого-то воздействует гуна благости. Он очень сильно озабочен своим собственным духовным развитием. But the pure, unalloyed devotees, they're just interested to serve Krishna, serve Krishna's devotees, serve Guru and Krishna. Но чистые преданные думают только о том, чтобы служить Кришне, Гуру и преданным. So like that, it requires time, steady practice to rise to the topmost level of Krishna consciousness. Поэтому требуется время и стабильная практика для того, чтобы достичь совершенства в сознании Кришны. And the Gita and the Bhagavatam, they're describing pure devotional service. Гита и Бхагаватам описывают чистое преданное служение. But they're also encouraging everyone to take to Krishna consciousness and gradually follow the path, so eventually they can reach that stage of pure devotional service. Также они вдохновляют всех, независимо от того, на каком уровне находятся, прибегнуть к методу сознания Кришны и достигнуть совершенства. So we shouldn't be discouraged if we have material attachments or material desires. Поэтому мы не должны расстраиваться из-за того, что у нас есть какие-то материальные привязанности, какие-то материальные желания. We should go on chanting Hare Krishna as attentively as possible. Мы должны продолжать воспевать Харе Кришна так внимательно, как только возможно. And try to improve. We should understand what is the goal and try to move steadily towards that goal. Мы должны понять, в чем состоит цель, и твердо, решительно следовать к этой цели. Okay, Hare Krishna. Any questions? Вопросы? Yeah. У меня такой вопрос. Вы перечислили разные уровни сознания, там, начиная спонтанное служение. Вы перечислили. Харе Кришна. У меня такой вопрос. Вы вот перечислили разные уровни, вот, то есть с какого там начинается преданное служение. То есть там спонтанное, потом правилам и предписаниям нужно следовать, и, ну и так далее. У меня такой вопрос. Вот, там один уровень, вы сказали, не можешь как бы отдавать плоды. Нет. Сейчас. Нет. Вот просто медитируй на меня. Вот Кришна говорит, просто медитируй на меня, один уровень. Вот не могли бы ли вы объяснить поподробнее, что это означает? So you were describing several levels of devotion, and you said that there is level that if you cannot do something, just meditate upon me. Can you please expand on this? What is meant? Well, it's more like a meditation on the super soul. Это, скорее всего, это медитация на сверхдушу. And why is karma yoga better than that? И почему карма-йога лучше, чем это? Because in just meditation, there's no sacrifice of the fruits of one's activities. Потому что когда просто человек медитирует, то отсутствует элемент жертвоприношения, то есть отдавания части своих плодов обретенных. Karma yoga is better because a person actually, he's doing something practical for Krishna, and he's offering the results of his activities to Krishna. Карма-йога лучше, потому что человек что-то делает для Кришны, он отдает какие-то плоды своей деятельности ему. Even if he's not, able to follow all the rules of bhakti yoga. Даже если он не способен следовать всем правилам, предписаниям бхакти-йоги. That doesn't mean that devotees who are practicing bhakti yoga don't meditate on Krishna. Это не означает, что преданные, практикующие бхакти-йогу, не медитируют на Кришну. Yes, they meditate on Krishna. Да, они медитируют на Кришну, through chanting the holy names, повторяя святые имена, and also through their devotional service, а также занимаясь преданным служением, through service to the deity, служа божествам. Харе Кришна, спасибо большое. А вот все-таки я хотел уточнить еще вот об этой медитации, которая вот написана вот в Бхагавад-гите. Практически вот как она происходит, просто вот интересно. Вот, это просто человек думает о сверхдуше, что ли, вы говорите, которая в сердце находится? Или как? Yes, he's trying to meditate like that. Of course, there's a
detailed description in the 6th chapter of meditation, but that's a very difficult process. Да, в 6 главе Бхагавад-гиты дается очень подробное описание такого рода медитации, но это очень сложный процесс. But I mean, here in the purport of the chapter, of this verse, where Prabhupada is saying that meditation is better than knowledge, and renunciation of the fruits of action is better than meditation. In the purport, В комментарии Шрила Прабхупады говорит, что I said in the purport of the verse. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит. In the verse is saying that meditation is better than knowledge. Медитация лучше, чем знание. The verse is saying. Текст говорит, сам текст. Meditation is better than knowledge. Медитация лучше, чем знание. And renunciation of the fruits of action is better than meditation. Отречение от плодов труда является лучше, чем медитация. So what does Prabhupada say in the purport about this meditation? И вот что говорит Прабхупада в комментарии по поводу этой медитации. He just says, he doesn't explain in great detail. Он не дает каких-то больших подробностей. He just says that gradually knowledge will develop to the point of meditation. Он просто говорит, что человек, обретая знания, потихоньку дойдет до уровня медитации. By meditation, one can be able to understand the Supreme Personality of Godhead by a gradual process. И занимаясь медитацией, постепенно в ходе этого процесса человек сможет осознать Бога. Then he says there are processes which make one understand that one himself is the supreme. Есть процессы, практикуя которые человек может понять, что он сам является верховным. And that sort of meditation is preferred if one is unable to engage in devotional service. И этот процесс, он предпочтительный, если человек не может заняться преданным служением. That appears to be meditation on Brahman. Очевидно, похоже на то, что это как раз медитация на Брахман. But then he says later in the purport, then one can come to the stage of knowledge. Дальше он говорит в комментарии, затем человек может подняться на уровень знания. Then to the stage of meditation. Затем на уровень медитации. Presumably that Brahman. Ну, предположительно, на Брахман. Then to the stage of understanding the supersoul. Затем на уровень осознания сверхдуши. And then to the stage of the Supreme Personality of Godhead. А затем уже на ступень осознания Верховной Личности Бога. So there are two kinds of meditation mentioned. There were Brahman meditation and Paramatma meditation. Таким образом, здесь упоминается два вида медитации: медитация на Брахман и медитация на Параматму. So both are steps, we can say, in the right direction. И то, и другое, мы можем сказать, является ступеньками на лестнице в правильном направлении. So after he said to the stage of understanding the supersoul, then to the stage of the Supreme Personality of Godhead, one may take either the step-by-step process or the direct process. Значит, человек может сначала, осознавая Параматму, потом осознавая Верховную Личность Бога, шаг за шагом человек может идти по этому пути самоосознания. And even further in the purport, he mentions meditation and realization of the supersoul and Brahman. А дальше он говорит в комментарии медитация и осознание Брахмана и Параматмы. So either kind of meditation can be understood by the dhyana Таким образом, process. под процессом гьяны может Дhyana. под дхьяной может подразумеваться два вот этих процесса. Either Brahman or Paramatma. Либо медитация на Брахман, либо на Параматму. Why knowledge is lower than meditation? What is knowledge? At least to understand that we're spirit, soul, and we're not this body. По крайней мере, понять, что мы являемся духовными душами, что мы не это тело. One minute. Yeah, okay.
He has a mic. У него микрофон. Такой вопрос. Да, говорите. Вот во второй песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада там перечисляет оскорбления святых имен. И там вот 7-е оскорбление, он там так резко высказывается. И у меня возник вопрос, вот когда человек, допустим, общается с другим человеком, и он наносит ему оскорбление, общаясь с ним, то другому человеку вообще неприятно с ним общаться. Также и Кришне неприятно общаться, когда мы совершаем оскорбление, повторяя святое имя. Если человек долго практикует, пытается, и у него не получается все равно следовать всем правилам и предписаниям, не проще ему жить пока благочестивой жизнью, чтобы не оскорблять Кришну, ради этого, чтобы... So he said that, like when two people meet and if somebody offenses the other one, the offended person does not want to, associate with this person. Is it similar in with regard to Krishna? If the person practices for a long time, but he still cannot follow all the rules and regulations, and when he chants with offenses. So is it a good idea not to practice because the person does not want to offend Krishna? No, it's better to keep chanting. Нет, лучше продолжать воспевать. By not chanting, well, you won't make any progress at all. Не воспевая, человек не сделает вообще никакого развития. So better to chant even if there are some mistakes and offenses. Даже если есть какие-то ошибки, оскорбления, лучше все равно повторять. But Харе Кришна. to understand that, the goal is to rise to the stage of offenseless chanting. При этом понимая, что целью является достичь уровня воспевания без оскорблений. So to make effort to avoid offenses as far as possible. Поэтому необходимо прилагать усилия для того, чтобы как можно лучше избегать оскорблений. But still, somehow or other, keep chanting. Но как бы то ни было, повторяйте и воспевать. Krishna is present in His holy name. Кришна присутствует в своем святом имени. So if we keep chanting, we keep connection to Krishna, even if the connection is not so perfect. Если мы повторяем воспевать, мы находимся в связи с Кришной, даже если вот это вот соединение, оно не очень качественное. Я хочу задать вопрос про Вайт Бхакти. Можно ли практиковать настроение Мадхури Вайт Бхакти или Мадхури только присуще спонтанному, то есть или спонтанное настроение можно практиковать Мадхури или ее Вайт тоже можно практиковать Мадхури? And we know that there is Aishwarya and Madhurya moods. So he's asking, if the person practices Vaidya Bhakti, is it possible for him at this level practice Madhurya? Or, Madhurya is experienced only at the level of spontaneous love for God? Well, even the great Raganuga Bhaktas, they also followed rules and regulations. Даже великие Рагануга Бхакты, они следовали всем правилам предписаниям. The Goswamis, Госвами. They chanted a fixed number of rounds. Они повторяли определенное количество They кругов. followed rules and regulations of Bhakti, Vaidya Bhakti. Они следовали правилам предписаниям Бхакти, Вайдя Бхакти. Of course, we may say that's to show an example for others. Конечно, можем сказать, что они делали это для того, чтобы показать пример другим. But still, Krishna is present, in all those activities. Но тем не менее, Кришна присутствует во всех этих видах деятельности. We see also the type of deity worship that Srila Prabhupada has introduced in ISKCON. Также, говоря о поклонении божествам, которое Шрила Прабхупада ввел в ИСККОН, That he's given worship of Radha Krishna. Он ввел поклонение Радхи Кришне. But according to strict regulations. Но в соответствии с очень строгими правилами. Which are more pertaining. I mean, it's more like
a mood of awe and reverence of worshiping Lakshmi Narayan, but still the worship is Radha and Krishna. Больше это, конечно, ближе к поклонению Лакшми Нараяне, но тем не менее все равно это поклонение Радхи Кришне по факту. So I mean, both are very closely interlinked. То есть и то, и другое, эти виды поклонения, они очень взаимосвязаны. So a person may be performing Vaidhi Bhakti and, externally looks like he's just performing Vaidhi Bhakti. То есть человек может практиковать Вайда Бхакти, и внешне кажется, что это единственное, чем он занимается. But he may be developing more and more spontaneous love of Krishna. Но на самом деле, может быть, он все больше и больше развивает в себе спонтанную любовь к Кришне. So, the Aishwarya mood, the Madhurya Bhav, they're both present in our sampradaya. И настроение Мадхурии, и Айшвария Бхава, и то, и другое присутствует в нашей сампрадае. Although, the highest goal is in that Madhurya mood, the mood of Raja. Конечно, наивысшая цель — это настроение Мадхурии, настроение Враджа. But still, we also do worship in a mood of awe and reverence, which is more the mood of Vaikuntha or Dvaraka. Но вместе с тем все равно мы совершаем поклонение, которое совершается в настроении почтения. То есть это ближе к настроению на Вайкунтхе или в Двараке. So there's a stress in our sampradaya on following the rules and regulations strictly. В нашей сампрадае акцент делается на строгом следовании правилам и предписаниям. But an internal mood also of, the mood of Chaitanya Mahaprabhu or mood of Madhavendra Puri. Но при этом присутствует внутреннее настроение Чайтаньи Махапрабху или Мадхавендра Пури. Mahaprabhu is very strict on the rules and regulations. Махапрабху был очень строг в отношении правил и предписаний. But at the same time, he is very absorbed in that internal mood of Vraja. Но при этом внутренне он был очень сильно поглощен вот этим настроением Враджа. So both are intimately interlinked. Поэтому, в общем-то, и то, и другое очень сокровенным образом взаимосвязаны. Okay, I think now we got the Aratik, Gora Aratik. Собирается на Арати. After we'll have a little bit more kirtan after Aratik. После Арати будет еще киртан. Okay. Hare Krishna.